Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Модная женская сумка. Наша помощница, верная спутница, любимый аксессуар и еще море других комплиментов готовы многие из нас подарить этой незаменимой вещице. Ведь без нее даже чувствуешь себя порой буквально раздетой. И если большинство мужчин еще могут позволить себе носить какие-то вещи, в том числе телефон, беспорядочно распихав по карманам, то нам, девочкам, просто необходимо, чтобы все было под рукой. К тому же сумка часто задает настроение всему образу. Поэтому сегодня, друзья, я бы хотела обсудить с вами главные тренды в сумочной моде весна-лето 2024. Свой обзор топовых моделей сезона начну, пожалуй, с цитаты Эвелины Хромченко: «Женщина без сумочки – это крайне подозрительная личность». Вот так, с юмором и в самую точку. Есть у фэшн-эксперта и другое, не менее известное замечание. Мода – это не перья и стразы. Мода – это когда женщина взяла в руки новую сумку, и у нее поменялась жизнь. Я думаю, мы не будем так радикально подходить к выбору обновки, но обязательно рассмотрим несколько идей по стилизации образа. В комментариях к видео с интересом, друзья, жду ваши подсказки, советы. Скажу от души большое спасибо за лайк и подписку. А теперь давайте о трендах. Среди лидеров на подиуме вновь оказались аксессуары больших размеров. Потребность в практичных сумках для жительниц мегаполиса, а значит и спрос на увеличенный объем, будут всегда. Так что бренды продолжают негласное соревнование по наращиванию габаритов. Глобальный возврат к удобным большим шоперам и тоутам был отмечен еще пару сезонов назад, но теперь он стал по-настоящему очевидным. С помощью стилизации дизайнеры показывают нам, как много полезных мелочей может поместиться в сумку. К примеру, на презентации коллекции Miu Miu модели несли в руках вместительные сумки, набитые доверху или, что называется, с горкой, целым ворохом необходимых вещей. Из них выглядывала не только одежда, а даже туфли на каблуках. На презентации линейки дома моды Hermès большие сумки служили вазами для цветов и трав, в чем было нечто поэтическое. А у марки Balenciaga сумки увешаны брелоками и подвесками на память о важных моментах и путешествиях. Ставку на практичность и мегаобъем сделали также Louis Vuitton, Ferragamo, Loewe, Givenchy, Victoria Beckham. Без фантазийных моделей тоже не обошлось. Особенно хороши ведра Chloé неправильной формы, среди которых довольно оригинальная сумка-кактус. В общем, выбрать есть из чего. Главное – понимать свои потребности, интересы и такой важный момент, как рост. Если вы миниатюрная девушка, то излишне крупная сумка визуально сделает вас еще меньше. Здесь лучше присмотреться к более компактным вариантам. В остальном проблем никаких. С вместительной сумкой хорошо отправиться как на работу, так и на прогулку или спортзал, прихватив с собой массу всего необходимого. Да, и не забываем о стилизации образа. Пробуем носить огромный аксессуар, как обычный клатч. Следующая модная тенденция – полная противоположность предыдущей. Наличие подобной полярности в трендах вполне актуально для современной моды. Поэтому совсем не удивительно, что дизайнеры продолжают делать ставку на мини и даже микромодели. Хотя в сравнении с прошлыми сезонами их популярность значительно поутихла. Очаровательную крошку сложно назвать практичной и функциональной, зато она хорошо справляется с ролью акцентного элемента, завершающего модный образ. В ней, скорее всего, найдется место только для кредитки, губной помады, салфетки, да и ладно. Телефон мы все равно постоянно держим в руках. Единственный совет – девушкам с пышными бедрами не стоит носить мини-сумку на цепочке или на ремне. Лучше в ладони. Плетеные сумки – одно из самых топовых модных направлений сезона. Но нас это вряд ли удивляет, ведь тренд переживает реинкарнацию каждую весну, и мы вновь встречаем в коллекциях подобный аксессуар. Это может быть буквально корзина, как в линейке Sacai или Ermanno Cervino, либо более универсальная модель из кожи бренда Bottega Veneta, где последний даже предложил стильную сумку, будто изготовленную из зеленых банановых листьев. Вариантов масса,
Например, сумки Альберто Ферретти не только изготовили из кожи, а еще сшили, сплели из отдельных атласных лент, иногда комбинируя с летящим шифоном. Но выбор, как всегда, стоит сделать в пользу той, которую вы с легкостью сможете вписать в свой гардероб. Металлический блеск. Этот тренд еще пару лет назад ворвался в десятку лидеров и составил настоящую конкуренцию популярному уже достаточно длительное время декору пайетками, а также стразам и бисерной вышивке. Сегодня сумки из металлизированных материалов вовсю предлагают как представители люкс-сегмента, так и масс-маркет. Помимо золотистого тона, немалый спрос на модели с фактурой под серебро. И мне даже сложно сказать, какой цвет определенно в лидерах. В коллекциях Michael Kors, Givenchy, Alexander McQueen, Tom Ford, Frances Cooler, Брэндон Максвелл, Balmain сумки с блеском металла гармонично звучат в модном ансамбле как с вечерними нарядами, так и с повседневной одеждой. Сумка на цепочке. Кажется, с того самого момента, когда Габриэль Шанель ввела в тренды кроссбоди, эта модель никогда полностью не покидала подиум. И, соответственно, наш гардероб. Пусть она и напоминает большой карман на ремешке, но вполне надежно закрывается. В эту сумку прекрасно вмещаются все необходимые женские мелочи: мобильник, косметика, ключи, кошелек. В нынешнем теплом сезоне модель на цепочке снова оказалась в списке хитов. Хотя в коллекциях на весну появились и более нестандартные версии. Модный клатч. Один из самых востребованных вариантов, когда встает вопрос, что подобрать к вечернему или же к строгому наряду. Обычно ставку делают на небольшую модель без ремешка, которую принято носить в руке, обхватывая ладонью, либо прижимая под мышкой. Сегодня в трендах по-прежнему строгий клатч-конверт. Идеальный выбор для любителей сдержанной классики. Такая сумка хороша и для вечернего выхода, и для деловой встречи. Лучшие примеры по стилизации образа найдем в обзоре коллекции Альтузара. Все из пластика. Да, эта тенденция теперь тоже актуальна. Она стала одним из главных камбэков сезона. Дизайнеры вновь вернули в моду обувь из прозрачного акрила, а соответственно к ней и прозрачные сумки. Некоторым даже удалось это сделать и показать очень красиво. К примеру, нам предлагают использовать аксессуар из пластика как изящный контейнер для цветочных букетов. Для модного шоу версия интересная, а может и в жизни кому пригодится. Следующий топовый тренд – холщовая ткань. Вроде бы ничего сверхнеобычного, но внезапно сумки из парусины выпустили даже авторитеты люкса. Есть холщовые аксессуары в линейке Dior, Miu Miu, Roc, Givenchy, Max Mara. Сумки с фактурой под крокодила. Они триумфально возвращаются к нам из бабушкиного сундука в самых разных оттенках и формах. Многие бренды, к примеру Loewe, Ferragamo, Gucci, решились использовать рельеф под кроко даже для флагманских моделей. В последнее время, когда мода все больше стремится к простоте и практичности, мы тоже начинаем наполнять гардероб лишь универсальными аксессуарами, которые точно подойдут ко всему. Однако есть риск, что образ получится скучным. Поэтому, хоть иногда необходимо разбавить базу чем-то более эффектным. И с этой задачей здорово справятся вот такие фактурные сумки. А если еще и цвет нетипично яркий, то положительный результат будет достигнут вдвойне. Новая модная фишка сезона – носить сумку на одной ручке. Не знаю, на что намекают дизайнеры, но, словно сговорившись друг с другом, они во время презентации весенне-летних коллекций рекомендовали моделям носить аксессуар, у которого было две ручки, держа всего за одну. Сумка с логотипом. Здесь мы с вами, друзья, опять затронем тему полярности трендов. С одной стороны, бренды ратуют за минимализм и делают надпись на сумке практически незаметной, утверждая, что аксессуар именитого дома и без того всем знаком. С другой стороны, в списке модных тенденций оказались модели-логотипы. Они либо по форме повторяли название бренда, либо несли на себе довольно заметную надпись, что подтверждают коллекции Diesel, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Miu Miu, Альтузара. Очень часто
логотип компании дублирует на сумке застежка-замок. Либо же лишний раз напомнить о себе культовые бренды предпочитают с помощью принта. Такие варианты вы найдете в линейке Carolina Herrera, Versace, Ralph Lauren, Fendi, Moschino, Burberry. Напоследок несколько полезных советов. Не стоит паковать в сумку всю свою жизнь. Полный запас косметики, полноценный флакон любимых духов или объемистый кошелек, который и сам выглядит как сумочка. Не позволяйте вашему аксессуару быть слишком тяжелым по весу, даже если это мега-объемная версия. Правда, здесь к понятию «стильная и модная дамская сумочка» не имеет отношения пакет с продуктами или вариант для спортзала. Если вы не готовы тратить уйму сбережений на сумку именитого бренда, ни в коем случае не позволяйте себе покупать подделку. Найдите нечто доступное по цене, но интересное внешне, без явных логотипов, гламурного декора и принтов. Постарайтесь не носить зимнюю сумку летом, а летнюю зимой. В чем между ними разница, наверняка разберетесь. Вы же не путаете зимние сапоги с босоножками. Все желательно и должно быть по сезону и, конечно же, соответствовать настроению образа. Еще одно замечание лично от меня. Не вижу особого смысла в покупке сумки в виде черепашки, рыбки, машинки, футбольного мяча, яблока или утенка. Да, оригинально, забавно, что-то новенькое, но... Несмотря на то, что именитые дома моды и не только предлагают их взрослым тетям за действительно взрослые деньги, это аксессуар-однодневка, который почти наверняка у вас получится выгулять всего один раз, ну может два. Что ж, тренды приходят и уходят, но главное – это наша всеобщая любовь к сумкам. Она навсегда. Спасибо всем за просмотр, благодарю за лайки и комментарии. Удачи в выборе модной обновки, хорошего позитивного дня и солнечного настроения!